Всем привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я хочу вам показать, как я разрисовывала одну из своих кофт. Точнее, я очень редко покупаю черные вещи, но на тот момент я хотела себе кофту, которая подходила бы к моим спортивным штанам, но это была ошибка, вот серьезно, потому что я все равно ее не носила, мне постоянно что-то не так, и я решила поэкспериментировать. Поэтому я решила ее разрисовать. На одежде я рисую давно, и знаете, еще со школьных времен, когда мы разрисовывали юбки на попе, я думаю, многие об этом помнят, я тоже этим занималась. И могу сказать, что краски, которые я использую, они очень хорошо держатся, и пока что у меня не отвалилось ничего. И по ходу работы я вам расскажу, что я использую, как и что нужно делать для того, чтобы оно дольше держалось. Ну и начну я, наверное, с самих красок, которые я использую. Раньше я всегда использовала краски по ткани Декола и использовала их очень-очень много лет. И могу сказать, что до сих пор в них как бы не разочаровалась. Единственный минус, который у них есть, это краски слегка жидкие и не всегда хватает одного слоя для того, чтобы покрыть поверхность, особенно если она темная. Но, тем не менее, 2 слоя хватает. Эти краски продаются совершенно в любых художественных магазинах. Их можно найти сейчас совершенно в разных цветах, так как палитра тоже уже стала большой. У меня есть один такой маленький универсальный набор. Это самые простые цвета. Красный, синий, желтый, зеленый, черный и белый, из которых можно намешать совершенно любой цвет. И еще я когда-то покупала баночку золотой краски, она у меня есть до сих пор, и знаете, до сих пор не поменяла свои свойства. Она какая была, такая и есть. Хотя срок годности в ней закончился в 2013 году. Сами краски по себе очень хорошие, держится тоже надежно. Но когда ты начинаешь пробовать и искать что-то новое, то, конечно же, у тебя появляется что-то другое. Я влюбилась просто в краски Туру. И, наверное, уже в своем инстаграм и здесь на ютубе часто показываю. Я просто использую их для любых поверхностей. Вот крашу ими все. На них написано, что краски подходят для совершенно любых поверхностей. Самое главное, правильно ее подготовить, чтобы у вас ничего не поотваливалось. Самые простые акриловые краски не подходят, потому что у них совершенно другой состав. И они после первой-второй стирки у вас просто начнут отваливаться. Свои краски я храню на одной из полочек, которые недавно делала. И, кстати, видео про то, как я организовала свое рабочее место, почти подошло к концу, и скоро я вам его покажу. Но теперь перехожу к тому, что я буду рисовать. Я нашла картинку, которая мне понравилась, и подобрала нужный мне оттенок. Перед тем, как красить любую вещь, вам нужно ее обязательно постирать. Вот почему я не люблю черные вещи, потому что они нацепляют на себя все, что можно. Нужно постирать одежду или ткань, которую вы будете красить, для того, чтобы впоследствии оно у вас не село и рисунок остался на месте. И натянуть на любой планшет. В качестве планшета может служить стекло, оргстекло, очень плотный картон, любая дощечка. Это нужно для того, чтобы было удобнее рисовать, ну и для того, чтобы краска, которую вы будете красить, если протекает на другую сторону, она не испачкала заднюю сторону вашего изделия. Первое, что я делаю, я наношу рисунок и наношу его самым простым белым карандашом, так как у меня изделие черное. Если же у вас изделие светлое, то хорошо использовать маркеры по ткани, но которые самоисчезающие или исчезают при помощи воды. После нанесения рисунка я начинаю заполнять всю свою картинку внутри белым цветом. У меня ткань черная, и чтобы рисунок был ярче, нам нужна подложка. Если вы делаете это все на белой ткани, на светлой, то это делать не обязательно. Краски между собой можно смешивать, краски можно слегка разводить водой, но имейте в виду, что если сильно вы разведете краску с водой, то она начнет растекаться по ткани. И во время окрашивания нужно, я бы назвала так, что вбивать краску в ткань, так как у нас есть волокна, которые нужно заполнить.
Если у вас светлые ткани, то переносить рисунок даже не обязательно, вы просто снизу можете подложить картинку, распечатанную на принтере, и сверху начинать ее постепенно разукрашивать. Но в моем случае приходится делать все с нуля. Для рисования лучше использовать кисти синтетику, ими намного удобнее рисовать, потому что кисти из натурального ворса будут у вас загибаться в разные стороны. А так как у нас краска все-таки густая и не жидкая, то синтетика это делать намного проще. Также вместо красок по ткани можно использовать еще и специальные маркеры, которыми тоже удобно рисовать. После того, как я нарисовала всю свою картинку, я оставляю ее хорошо высохнуть. Я оставляю минимум на ночь, для того, чтобы все хорошо закрепилось. Так как она у меня черная, она все равно набирает на себя весь этот мусор, я все убираю и обязательно проутюживаю через хлопковую ткань, для того, чтобы еще больше закрепить акриловую краску. Но имейте в виду, что если вы рисуете и где-то ляпнули на одежду, то неважно, закрепляли вы ее утюгом или нет, краску по ткани убрать с одежды очень сложно, поэтому всегда переодевайтесь, когда рисуете. Ну и, конечно, старайтесь рисовать аккуратно, так как любое пятно, которое вы ляпнете сбоку, будет очень-очень сложно убрать, а иногда даже невозможно. Отутюжили, дали остыть, можно носить и стирать, и с вашим изделием ничего не случится. Это уже проверено. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ну и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!